Если вы думаете, что я здесь зажигаю с испанками, то абсолютно нет. Есть в общем такое состояние у испанцев, что они лет на 10 позже нас взрослеют. То есть о создании семьи они тут задумываются в 35-40 лет. В 30 лет они заканчивают учиться, потом у них карьера, и в 35-40 лет они такие: о, надо что-то делать. Поэтому, кстати, в Испании падает жесткая рождаемость. Девочки здесь, поскольку Испания это страна победившего феминизма, как бы тут феминистки не думали, что они еще недостаточно победили, но на самом деле тут прям проженская страна. Я уверен, что девушки подслушивают нас. Так вот, скажу вам, что здесь есть отпуск по менструальным циклам, по болям ты можешь взять отпуск. То есть отгул. Да, не отпуск, отгул, извините, уже думаю по-испански. Можно отгул взять в связи с тем, что у тебя болезненные месячные. Вообще здесь женщина чуть ли не на законодательном уровне обязана вводить в руководство компании в определенном процентном содержании. 50%. Или там 1/3 как минимум. Женщины себя тут чувствуют хозяевами положения. Видимо, это связано с тем, что большая семья, мама, как бабушка, как вот сказать, хозяйки в большой семье. И вот они транслируют этот стереотип на вообще все отношения. Женщины здесь самостоятельные ребята. Есть ощущение, что они иногда, извините, с яйцами больше, чем у тебя. Они не склонны там сидеть дома и готовить тебе борщи. Они предпочитают заниматься собственной карьерой, встречаться с подругами, тусить. Ну, то есть, по большому счету, они ведут себя как мужики. В нашем понимании. Был случай, который говорит о той степени свободы, которая есть у женщин в Испании. Девушка на одной из центральных улиц Барселоны собирала какие-то там подписи в пользу голодающих детей Африки. И я как бы остановился, она меня спросила, и мы заговорили на английском. Ребята, зубы не чищены, с остатками еды, лицо не умыто, изо рта пахнет, она сама по себе пованивает. Ну, в общем, бодипозитивная, что по-русски означает, что у нее есть лишние килограммы, как и у меня. Ну, то есть, в общем, не идеальная модель, плюс еще и не умытая, не ухоженная и пованивающая. И этот человек абсолютно спокойно, про одежду не говорю, тут вообще никто по поводу одежды не парится. И она вот посчитала, что она в таком виде может пойти и собирать какие-то подписи, общаться. То есть ее абсолютно не смущает в том виде, в каком она находится на улице. И тут есть как бы две крайности, если хотите. Крайность вот таких вот девушек и женщин, которые в любом возрасте, а созревают тут рано, ведут себя абсолютно независимо. Вы знаете все, что в Испании можно загорать без лифчика на пляже. То есть равные права. Мужчина без верха и женщина без верха. И да, там не все повально, но в общем в любой день можно выйти и найти какую-то девушку, которая без верха загорает. Девушка, я имею в виду вообще женщину любую, там в 70 лет, в 50 лет, в 20 лет можно найти. Есть крайность, где девушки здесь прям вот разряжаются, они такие стильные, они прям, ну вот прям за собой видно, что ухаживают. И, кстати, салончики с ноготочками, парикмахерские, все забиты, вот прям забиты. Не то, чтобы они пустые стояли. Я хожу, как любопытный человек, журналист, я присматриваюсь, сидят, ухаживают за собой, действительно вкладывают в себя деньги, женщины. И есть крайность, где они вот вообще в чем угодно ходит, как угодно ходит, все равно. Особенно мне радует тренд последнего времени, когда девушка вот с таким вот курдюком и всеми остальными органами, как правило, жир откладывается во всех местах,
и она в йога пенс. Ну вот, не просто, так сказать, бодипозитив, но еще и всем показать, чтобы вы могли посмотреть. Девушки здесь независимые женщины, плюс немногие владеют английским языком. И даже те, кто здесь, допустим, русскоговорящие, но давно живут в Испании, они уже адаптировали под себя те испанские шаблоны поведения, которые большинство девушек здесь используют. То есть мы равноправны, у нас как бы одинаковый вклад в семье, но даже немножечко главнее, мне так кажется. Испания, в моем глубоком понимании, это страна для женщин. Более приятная, чем для мужчин. Ну, есть тут шутка по поводу того, что в 40 лет мальчика передает мама с рук на руки его жене. И он не уходит из дома. Да, тут мужчины до 40 лет часто остаются в семье, живут с родителями. Это сказывается, опять же, на индексе фертильности. Кто-то считает, что я, например, считаю, что сказывается, ну, в том смысле, что если ты в 40 лет только задумался создать семью, то вряд ли ты сделаешь 3 детей. Скорее всего, одним ограничишься. С другой стороны, почему я считаю, что Испания это страна для женщин? Удобная, приятная, более приятная, чем для мужчин. Мужчины, прям я вижу, они приучены подчиняться. В хорошем смысле. В том смысле, что может быть такое, идут 2 девушки, абсолютно свободно одетые, может быть, не очень вложились в свою внешность. Идут, курят, разговаривают между собой громким голосом, а впереди бегут стайка деток и 2 мужика. И вот они тянут с собой там по 2-3 ребенка или по одному. То есть мужчины здесь привыкли смотреть за детьми. Они действительно, испанские мужчины, вот как вам там показывают в каких-то рекламах, они действительно за собой ухаживают, ну, лет до 40, пока не найдут себе пару. Потом они отращивают с радостью пивной животик. Вот. Ну, очень привязан к своим женщинам, потому что женщин здесь все-таки меньше, чем мужчин. Мальчики здесь прям бороды стригут, прически делают, красиво одеваются. Но жадноваты. По общему мнению, испанские мужчины, они жадноваты. Если пойти куда-то на свидание, то вряд ли вас покормят за бесплатно. Может быть, заплатят за вашу воду, если вы попьете, там, ну, в крайнем случае, за пиво или кофе. А могут и каждый за себя. Причем очень распространено, что тебе же, типа, мы познакомились, мы же еще не в отношениях, ну вот, я за себя плачу, ты за себя плати. Вот. Это мне так рассказывали, я не встречался с мужчинами, не знаю. Как и во всех странах, девушки здесь смотрят на мужчин как на источник домашнего, так сказать, благополучия. То есть, ну, в общем, деньги считают в своем кармане. Поэтому, ребята, если вдруг соберетесь в Испанию, наши скиллы, которые в России считаются интересными, типа дом построил, может приготовить еду, не пьет много, не курит, спортивный. Это я не про себя, ну, последнее уж точно. Эти скиллы здесь не интересны. Здесь интересен скилл, чтобы ты зарабатывал от 2500 евро в месяц на руки. Вот этот скилл интересен, да. Все остальное неинтересно, потому что если у тебя есть деньги, ты можешь каждый день ходить в новый ресторанчик и пробовать мексиканскую кухню, перуанскую, тайскую, индийскую, какую угодно. Тут вот проблем перекусить нет никаких. Вопросы к качеству, вопросы к стоимости есть, но в принципе проблем с этим нет. То же самое касается типа построить. Тут найти людей, кто тебе сделает, может быть плохо, может быть некачественно, может быть дорого, но найти людей можно. Вот.
А вот с хорошей зарплатой в Испании есть проблемы, потому что, в принципе, здесь низкий уровень зарплат относительно другой Европы. А расходы, например, на побережье, там, где туристические места, ну, типа Барселоны, или вот здесь, вот в районе Аликанта, они не маленькие. Из-за того, что это все ориентировано на туристов, соответственно, ценник повыше. Ну, я, например, здесь на местном рынке не могу себе позволить рыбу покупать, потому что тупо все на туристов. И дорого, прям дорого. Не просто не дешево, но дорого. Там, где я раньше жил, не на рынке можно было купить дешевле рыбу. А если, допустим, вы в Барселоне, я вам рекомендую поехать на рыбный рынок на метро Фонда. Буквально там за углом от метро, конечная красной линии, там дешево. Вот. Там на азиатов рассчитано, на арабскую диаспору, которая живет. Вот. Там и выбор большой, и дешево. Ну, в общем, про девушек могу сказать так. Мне еще не нравится типаж. Вот, потому что здесь они, может быть, из-за того, что инквизиция была, может быть, из-за того, что много выходцев из Латинской Америки. Но я со своим ростом 172 сантиметра здесь иногда, ну, если не зачастую, ну, в общем, в основном я тут человек среднего или чуточку выше среднего роста. То есть девушки здесь ниже ростом, потому что многие выходцы из Латинской Америки, они в принципе невысокие. Плюс, конечно, испанки и латиноамериканки, особенно, они очень рано вызревают. То есть формы у них прям, школьницы идут и прям смотреть невозможно. Настолько все это уже похоже на японские соответствующие мультики. И прям они даже не только вот вызревают, но они хотят это демонстрировать. То есть показать себе, что у тебя везде все выросло, а ты еще школьница, вообще никаких проблем нет. Здесь они это делают и хотят это делать. Ну и, соответственно, раз раннее созревание, то где-то уже к 30 годам они тут многие курят, многие пьют. К 30 годам они уже такие вот, ну, их солнце сильное, да. Есть небольшое количество, которые за собой хорошо ухаживают, но в основном здесь женщина вот к 40 годам приходит, ну, мне уже не очень интересно. Хотя я сам не красавец, но честно скажу вам, привык я к другому в России, привык к хорошему. Вот. В этом плане в России девушки стараются за собой ухаживать. Мне так кажется, в основном лучше, чем здесь. Вот. Ну, потому что у нас там есть некий такой культ, что вот нужно накраситься, чтобы пойти мусор выбросить. Меня сейчас феминистки закидают гнилыми помидорами, но в Испании такого нет. Вот. Тем не менее, если вы девушка, вам или женщина, вам, наверное, тут интересно. Будет интереснее, чем быть мужчиной в Испании. Ну и, соответственно, за детьми они здесь, мальчики, прям мужчины, фанатеют, они любят играться с детьми, они любят за ними присматривать. То есть я полагаю, что испанские мужчины в браке, они такие достаточно любящие. Ну, по отзывам я слышал. И свои дети, типа дети от первого брака, все такое, да, они тут прям зациклены на семье и на отношениях внутри семьи. Ну вот. Такой краткий обзор для мальчиков. Девочки нас не подслушивали, поэтому поставьте мне теперь лайк. Да, ну и общий совет. Если вдруг соберетесь ехать в Испанию, помните, что первое, вам нужно много денег. Второе, ваша девушка или жена, когда приедет сюда, поймет, что она здесь самостоятельная, независимая, состоявшаяся женщина, и вам будет сложно в этой ситуации. Ну и с другой стороны, девушкам только вот страна мечты, куда можно приехать и делать все, что ты хочешь. Все, ставьте лайк, пишите комментарий, напишите мне, какой я. Что там как-то дочка меня учила?
Я сексист, мизогеник, ну, короче, все гадости. Скуф я или я масик, напишите мне это в комментариях, кто я, скуф или масик, поставьте лайк, вот. Вообще напишите, что такое скуф или масик, я понятия не имею, слышал такие слова, да. Расшарьте, привозите сюда девушек побольше, вот. Всем пока.